Итак, заканчивается 25 февраля, второй день войны на Украине. И последнему итоговый выпуск будет посвящен последним новостям, а также подведениям итогов этого дня. Итак, что у нас за последних несколько часов случилось снова? Опять начинаем с Южного фронта. Николаев. Была попытка взять малый понтонный мост, судя по данным местных николаевских источников. Но российская группа, высаженная на вертолетах, не смогла добиться результата. Тем не менее, я так понимаю, вопрос только времени, когда российские части, подтянувшись большими силами, блокируют еще один ключевой областной центр Украины и пойдут дальше на Одессу. Правда, не исключена вероятность того, что в районе Одессы будет высажен десант и город будет взят с моря. Тем не менее, констатируем, российские войска уже появились в районе Николаева. Район Запорожья, Мелитополя. Очень интересная информация поступила в последний час. Большая колонна российской техники движется на Запорожье. И ожидается, что завтра она будет там. Ну и та колонна, которая прошла Приморск, она прошла перекресток на Бердянск и движется в направлении Мариуполя. Но маловероятно, что она сегодня будет в районе города. А между тем штурм города уже дошел до стрелкового боя. Пару часов назад, исходя из того, что ВСУшные грады отрабатывали по микрорайону Сартана, то есть ополчение, скорее всего, было уже там, а последний час, вот буквально после 22 по московскому времени, уже из разных частей Мариуполя слышен стрелковый бой. Азовцы укрепились в районе Азовстали и готовы держать круговую оборону как можно долго. Завезли туда танки, тяжелое вооружение, артиллерию. И очень похоже, что они решили именно здесь принять свой последний бой. В целом район очень удобен для обороны. И имея большой запас тяжелого вооружения и боеприпасов, там держаться можно очень и очень долго. То есть очень похоже, что Донецкое ополчение уже вошло в Мариуполь. И к утру можно ожидать, что по большей части город уже будет освобожден. Ну и далее завтра оно встретится с российской колонной из Крыма. И таким образом сухопутный коридор из Крыма к России будет пробит. На фронте Луганской Народной Республики пока без изменений, ополчение медленно движется на север, а навстречу им идут уже российские войска и пошли сообщения о том, что бои идут в районе Старобельска. То есть, чтобы закрыть кольцо окружения вокруг первого котла в районе Луганска, осталось пройти примерно около 30 километров. Харьков продолжается зачистка города, жесткая защитка, работают грады, работает тяжелая артиллерия, причем работает так, что, как говорится, земля дрожит. Сопротивление части ВСУ оказывают отчаянно, тем не менее российские части постепенно входят в город и закрепляются в микрорайонах города. По суммам картина получилась смешная. Как только была объявлена воздушная тревога, а руководство города объявило о том, что российские вооруженные силы разворачивают тяжелую артиллерию и грады против военного училища, где засела теробороны города Сум, герои, которые еще накануне, напомню, вечером, вернее ночью, отстреливались и стреляли по расположенным вокруг многоэтажкам, они вдруг решили пожалеть сумчан и самораспуститься, естественно, с оружием в руках, разбежавшись по домам. Очень похоже, что герои просто испугались. Испугались того, что их закатают в военном городке буквально в асфальт. Ну и слава богу, потому что город при этом не пострадает. И я очень рад, что в Украине в теробороне такие знатные герои. В районе севернее Киева колонна постепенно подходит с Чернигова в район Троещины, но пока до ближнего боя не дошло. В северных пригородах Киева постепенно бои стрелковые утихли, то есть в целом на сегодняшний момент ожидать каких-то серьезных осложнений этой ночью для киевлян не стоит. Ну, не считая воздушных ударов. Я думаю, основная схватка будет отложена до завтра. Между тем, господин Зеленский, укрывшись в своем бункере, записал на смартфон заявление к нации, и это было очередным позором якобы действующего президента Украины. Еще никогда президент Украины не пускался до такого уровня. Записывать свое видеообращение на смартфон в окружении перепуганных соратников. И тем самым можно констатировать, что нынешний проект «Украина не Россия» доживает свои последние, если не дни, то недели. И я на самом деле этому очень рад, потому что чем быстрее помрет вот этот проект, тем быстрее родится проект новой Украины, который, я очень на это надеюсь, наконец-то начнет работать для людей. Вот это примерно то, что я хотел сказать в вечернем обзоре. Естественно, утром будет большой обзор событий за ночь. И я передаю свое дежурство Михаилу Нафриенко, который ночью будет делать оперативные обзоры по обстановке в зоне боев на Украине. Ссылку на его YouTube канал даю в текстовой строке под видео. Все, на этом до свидания и до завтрашнего утра.